Большую часть жизни, вплоть до 30-36 лет, я была очень модной бизнес-леди, деловой женщиной на высоких каблуках и в короткой юбке. Но я постоянно задавалась вопросами о том, что такое ум и почему мы умираем. Моя сестра ушла из жизни, когда мне было всего 22 года, а ей было 18. И я всегда думала и пыталась понять, что с ней произошло, где она теперь. Я знала, что за этим должно быть что-то еще. Так что я искала ответ на этот вопрос на протяжении почти 20 лет. Когда мне было 36 лет, в Эстонию приехал Горчин Ринпоче. Это был уже второй его визит. Незадолго до этого у нас был воскресный семинар по йоге, где один лама, лама Сангья, живущий в Эстонии постоянно, рассказал, что приезжает учитель, который провел в китайской тюрьме более 20 лет. Услышав это, я решила, надо пойти и встретиться с ним, поскольку и моему отцу пришлось жить в одиночестве целых 13 лет. Во время Второй мировой войны мой отец, будучи еще очень молодым, был зачислен в немецкую армию. И хотя в действительности там он не служил, но поскольку уже числился в списках, его репрессировали и, как многих других, отправили в Сибирь. Однако отцу удалось бежать из лагеря. Он нашел место в лесу среди болот, где смог прожить 13 лет. Таким образом, поскольку и Горчин Ринпоче провел в лагере больше 20 лет, его история также тронула мое сердце. Я отправилась на учение Горчину Ринпоче в своей короткой юбке и на высоких каблуках. Когда я увидела, что все складывают руки, кланяются и простираются, мне показалось, что все это выглядит довольно странно, и такое не для меня. Но когда Ринпоче приблизился, все мы стояли, выстроившись в ряд. Он проходил мимо каждого. Вот он подошел ко мне. И в этот момент все как будто растворилось. Сложив руки, я низко склонилась перед ним. Позже я подумала, что, наверное, я поклонилась слишком низко, и кто-то увидел не то, что нужно. Но я была так восхищена Ринпоче. Это было в 2006 году, почти 20 лет назад. Затем начались учения. Я тогда практически ничего не знала о буддизме. Ринпоче сказал, что я могу принять прибежище. И я понятия не имела, что это такое. Одна женщина объяснила: отрежет немного волос с головы, и все, у тебя есть прибежище. Я ответила на это: нет, такое не для меня. В то время мое образование и род деятельности были связаны с юриспруденцией. И там на учениях был один юрист, который смог объяснить мне, что означает принятие прибежища. Он сказал: принимая прибежище, ты получаешь право и возможность практиковать дхарму Будды, а также у тебя появляется своего рода ответственность. Ты не держишься за то, что есть у тебя, но направляешь свой ум на то, чтобы помогать другим существам. И это совпадало с моей логикой и пониманием. Когда у вас юридическое образование, ваш ум всегда мыслит так: когда что-то получаешь, то берешь за это ответственность. И я подумала: в этом что-то есть. Но сомнения все же оставались. На следующий день я отправилась на учение, уже в другой одежде, надев что-то типа леггинсов. Поскольку я жила в столице, мне было сложно подобрать что-то, кроме деловой одежды. Все прошло чудесно. Была групповая встреча и обед вместе с Ринпоче. Меня тоже пригласили. Но я даже не могла есть. Я все время думала, принимать мне прибежище или нет. Затем все собрались для группового фото. И тут Горчин Ринпоче подошел и обнял меня. И тут я поняла: да, хорошо, я приму прибежище. Итак, на следующий день я приняла прибежище. С тех пор уже прошло 20 лет. И я знаю, что это мой путь. У меня нет никаких сомнений в этом. У меня были долгие поиски с тех пор, как ушла моя сестра. И все время я пыталась понять, где же мой путь. Христианство — это не мой путь. Индуизм не мой. Но здесь каждое слово, произнесенное Горчином Ринпоче, попадает в самое сердце. И да, это мое.
Гарчен Ринпоче исполнен скромности, но при этом, я думаю, он понял, о, такая смущенная западная женщина. И во время нашего обеда, где присутствовало 10 человек, он смог ясно увидеть, что происходит в уме этой смущенной и запутанной западной женщины. И он оказался столь милостлив, поддержал меня. Так я начала практиковать, стала изучать тибетскую медицину, пошла учиться на медсестру, оставив карьеру бизнес-леди. Тибетскую медицину я стала изучать, потому что всегда чувствовала, мне надо помогать людям. И так примерно в 2009 году я впервые услышала про лапчи. Гарчен Ринпоче как раз передавал учение по песням Миларепы. В тот момент я ощутила, насколько мне это близко. Когда Ринпоче произнес лапчи, я подумала, о, лапчи, лапчи, это запало мне в память. Затем я приступила к изучению тибетской медицины, основатель которого Юток Гампо совершал свое 3-летнее затворничество также в Лапчи. Во время изучения мысль о Лапчи не покидала меня. Я все время думала, о, Лапчи, Лапчи, я должна отправиться туда. Но в то время в моей дочери было всего 9, так что возможности такой просто не было. В 2009 году я сильно заболела, перенесла операцию, и как раз в тот момент в Эстонию приехал Кхемпа Таши. Он предложил мне поехать в Алмору, место на севере Индии, в гималайском штате Уттарханд, и провести там месячный ретрит. Я подумала, о, я хочу туда поехать. Меня и до этого уже посещали мысли о длительном затворничестве. У нас в Эстонии есть одна женщина по имени Ирия, которая прошла 3-летний затвор. Когда мы гуляли вместе, она спросила меня, «Виви, а почему бы тебе не отправиться в затворничество?» Сама я не задавала себе подобных вопросов, но тут я подумала, да, хорошо, я бы хотела посидеть в ретрите. У меня всегда было желание работать с умирающими, поскольку и моя сестра рано ушла из жизни. Мысли об этом постоянно занимали мой ум на протяжении 20 лет. Но чтобы понять проблемы других и действительно помочь им, вначале необходимо понять свой собственный ум. Тогда я еще не знала, что такое мой ум. И хотя в тот момент я еще не закончила свое обучение, я готовилась стать медсестрой, но я могла работать в хосписе. Так я и выразила свое желание в разговоре с Ирией. Я бы хотела работать в хосписе и помогать людям умирать. Ирия взглянула на меня и сказала, да, ты можешь отправиться в затвор. Так я добралась до Индии, собиралась доехать до Алморы. Но, как оказалось, Кхемпа Таши ушел в затвор в Мустанге на целых 7 лет. В итоге свое первое затворничество 1 месяц, и только по практике Ваджрасаттвы я провела в Тхасамлинге Дармасале. Я начала делать простирания, практику Ваджрасаттвы, но проблема была в том, что Гарчен Ринпоче был слишком далеко, я даже не знала где. И хотя в Эстонии у нас был очень хороший наставник Лама Снгье, в моем родном городе не было никаких учителей. А 3 моих друзей, практикующих, сами вступили на путь совсем недавно. Кто-то за год до меня, а один, наверное, 4 года раньше. И так я попросила их научить меня делать простирания. Это выглядело немного сумбурно. Эти 3, все они мужчины, сказали, давай попробуем, смотри, как мы простираемся и повторяй за нами. В итоге я сделала 1500 простираний и ощутила себя полностью разбитой. Они, такие же новички, как и я, говорили, что надо продолжать в том же духе, но на этом я остановилась. Затем, когда Кхемпа Таши ушел в ретрит, я и не знала, что делать дальше. Тогда я стала изучать тибетскую медицину и постепенно возобновила свою практику с линией Юток Нинтик. Главное, что я извлекла для себя, это особенно важно для начинающих. Вам нужен настоящий подлинный учитель. Мы практикуем линию Дрикунг, и очень важно, чтобы у нас был настоящий пробужденный учитель, который смог бы вести и направлять нас. Друзья — это хорошо, но если у вас всего 1 год практики за плечами, их советы могут увести в ложном направлении. Итак, я вновь стала делать практики, изучать тибетскую медицину и учиться на медсестру. Всего на изучение тибетской медицины у меня ушло 12 лет.
До 2008 года у меня были постоянные занятия также и на тибетском. Затем я приступила к практике, но все это время я вспоминала о Кинпо Таши. Когда во время практики итог Нинтик я испытывала трудности, Кинпо Таши снился мне во снах, и на следующий день трудностей как не бывало, приходило понимание, что и как делать. Завершив практики итог Нинтик, я дважды посетила Тибет. В Лавчи первый раз я попала в 2013 году. До этого я пребывала в глубокой депрессии. У меня было полное эмоциональное выгорание. Казалось, что вся моя жизнь катится куда-то не туда. Я чувствовала, что мне не хватает времени для практики дхармы. В голове крутилось слишком много мыслей. Когда же я оказалась в Лапчи, дорога туда была для меня непростой, но благодаря этому мой ум опустошился. Беспокоящие мысли исчезли. Но в Лапчи я почувствовала, вот я и дома. Конечно, мой дом в Эстонии, но там в Лапчи я ощутила, что домом является мой собственный ум. Я провела там 2 месяца, а затем вернулась. Я все время думала, что хочу сделать там затворничество. Но у матери случился инсульт, потом деменция, и потом у меня не получалось проводить много времени. Лишь по 2 месяца, только во время пандемии удалось побыть там целых 6 месяцев, поскольку просто не было возможности уехать. Примерно в то же время я начала свою работу в хосписе в Эстонии. Это был христианский хоспис. Главная задача в таком деле — помочь человеку уйти наиболее мирно. Так, на протяжении 4 лет я очищала свою карму, работая там с умирающими людьми. Но это время было одним из наилучших в моей жизни, поскольку, когда видишь человеческие страдания, на самом деле, во время такой работы, все 24 часа ты пребываешь в состоянии практики, даже не думая об этом. Даже если кто-то тебя отвлекает на что-то постороннее, ты постоянно сосредоточен на том, чтобы помочь человеку умереть в состоянии покоя и умиротворения. Моя мать ушла из жизни в 2021 году, после чего я смогла поехать в Лапчи для того, чтобы уйти в ретрит. Мой 3-летний затвор начался в 2022 году. До того, как уйти в затвор, я уже успела побывать в Лапчи. Немногие женщины остаются там для практики. Одна женщина из Австрии провела в затворничестве там продолжительное время. Одна немка просидела там 2 года. И одна Анила, монахиня, говорила, что Лапчи для женщин — это очень нелегко. Момент дискриминации по отношению к женщинам тоже здесь имеет место. Мне говорили: «О, Бумо, Бумо, для тебя это будет очень сложно». Я стала даже немного волноваться, получится ли у меня. В то же время все ламы и ринпоче были очень добры ко мне, постоянно старались мне помочь, что было очень приятно. И я понимаю, в чем проблема здесь. Проблема для женщин. Если женщина отправляется в ретрит, в Лапчи или в любом другом некомфортном месте, то начинает думать: о, мне как женщине нужно чуть больше поддержки, внимания и лучшего обхождения. Но если мы отправляемся в затвор, то мы уже не женщины и не мужчины, мы практикующие ученики. На самом деле ламы обращались с нами очень хорошо, и я решила: хорошо, я могу не слушать, что говорят другие, сосредоточусь на своем собственном опыте. И мой опыт всегда был положительным. Раньше я никогда даже не встречала столько доброго отношения к себе. Лапчи Дарджи Паче настолько скромен и добр, вся его жизнь посвящена только Дхарме. И все ученики, практикующие, стараются быть такими же.
Вначале я еще пыталась о чем-то говорить. Этот сделал то, этот сделал это. У эстонцев есть привычка повторять одно и то же на протяжении 10-20 лет. Есть такая шутка. 20 лет назад кто-то считал тебя глупым. Через 20 лет ты устал от того, что он по-прежнему считает тебя глупым. Итак, сначала небольшой разговор, потом небольшой разговор, затем ты понимаешь, что говоришь сам с собой. Никто больше не поддерживает твои болтовни. Итак, я делала нёндра на протяжении 6 месяцев затвора. Выполнив нёндра, я поняла, что мои привычки изменились. Мне уже не хотелось что-то повторять, поскольку это было просто скучно. Никому вокруг и не хотелось о чем бы то ни было болтать. Когда я начала свое затворничество, каждый поддерживал меня в этом. И главное, во время затвора мы можем испытывать переживания, надежды, нас могут посещать различные мысли, одолевать чувство страха. Я понимаю одну женщину, она художник-анималистка, которая говорила, есть только одно животное, это мой собственный ум. В начале моего затворничества было очень трудно. Конечно, меня посещало множество мыслей. Хотелось разговаривать, хотелось просто выбежать и начать спрашивать Дорджи Палвана Ринпоче, а почему это, а почему то, а почему так? Но я знала, что Ринпоче очень занят, так что я никуда не бежала. Итак, я начала с нёндра, и хотя к тому времени я уже выполнила нёндра 1 раз, Ринпоче посоветовал сделать еще один. Так я снова повторила нёндра, выделив на каждую часть по 15 дней и сделав особый акцент на зарождение любви и сострадания. По 15 дней на каждый аспект. За 2 года до этого, когда я делала эти практики в первый раз, у меня возникло много препятствий. Я заболела. Но в этот второй раз, когда вы зарождаете любовь и сострадание, вы воспринимаете всех людей, всех чувствующих существ, как собственных матерей. Вы размышляете о разных видах страдания, страдания адов, страданиях этой жизни и так далее. Вначале это очень сложно. Вы все время думаете о собственной жизни, как о страдании. Но поскольку я работала в хосписе, я видела, как люди страдают, и понимала, что мои собственные страдания очень незначительные. Далее страдания адов. На самом деле весь ад находится в нашем уме. Снаружи нет никакого ада. Когда кто-то начинает рассуждать о каких-то внешних духах, демонах, они не понимают Будда Дхарму, поскольку все является порождением нашего ума. Конечно, наш ум создает очень много интересного. За 2 года до этого, когда я делала нёндры первый раз, я сильно заболела, чуть не умерла. Тогда я выполняла нёндра традиции Юток Нинтик. Я находилась в комнате, где был камин, и что-то там было неисправно, так что дым из дымохода заходил прямо ко мне в комнату. В тот момент, примерно в 5 часов вечера, я делала практику и заснула от этого дыма. Внезапно в районе 3 часов утра, точно не помню, я очнулась от того, что просто не могла дышать. Я встала и открыла окно, так как мне был нужен свежий воздух. Позже я осознала, что это было отравление от дыма, заполнившего комнату. Затем у меня была сильная головная боль в течение 2-3 дней. В тот момент это было раннее утро, и я быстро побежала в город. Я подумала, ну если я могу добраться до города, у меня все не так уж плохо. И я вернулась домой. Но когда я делала нёндра во второй раз, я действительно стала понимать, что такое сострадание. Видя чьё-то страдание, ты начинаешь понимать, что ум страдающего и наш собственный ум обладают одной и той же природой. Здесь нет никакой разницы. Он пуст.
Наверное, пустота не совсем подходящее слово. Лучше сказать пустота, полная возможностей, или единство пустоты и сострадания. Как только к вам пришло это чувство, все начинает получаться легче. И так вы продолжаете свою практику. Вы выполняете практику бодхичитты вместе с простираниями. Моя мама ушла из жизни в деревне. Прямо на улице был март, было холодно, много льда и снега, и нужно было занести ее тело в дом. Она была уже преклонного возраста, 88 лет, и мне сообщили о случившемся. Когда я пыталась занести ее тело в помещение, я упала и повредила спину. После этого на протяжении года меня преследовала сильная боль в спине. Когда я оказалась в Лапчи, мне нужно было забираться в свою комнату для практики по веревке, так что боль в спине стала еще сильнее. Затем, когда пришло время делать практику бодхичитты с простираниями, я пошла к Ринпоче и рассказала ему свою печальную историю. Когда я сказала о боли в спине, Ринпоче стал приговаривать: «Очень хорошо, очень хорошо. Ты несла тело своей матери и повредила спину, это очень хороший знак. Очищение твоей кармы — это лучшее, что может быть. Иди в свою комнату и делай свои 100 тысяч простираний». А я на самом деле рассчитывала на некоторую скидку, но не получила ее. Итак, я стала делать простирания. Сначала с осторожностью, затем быстро, по много раз в день. Наконец, когда я завершила простирание, моя спина была совершенно здорова. Больше не было никаких проблем, вплоть до настоящего момента. Мы ленивые, мы слишком много думаем о нашем теле, слишком держимся, цепляемся за него. Также у меня есть и другая проблема. У нас, у людей Запада, более того, у людей, живших в Советском Союзе, в стране, где исторически преобладало христианство, есть определенное чувство вины. Мы ощущаем это внутри, мы ощущаем себя виноватыми, слабыми, не особенно уверенными в себе. И Ринпоче постарался излечить меня от этого. Что бы он ни говорил, это поднимало меня, и в то же время он помогал мне стать тверже, сильнее. Потому что когда мы приступаем к практике идама, мы должны обладать уверенностью в себе и определенного рода гордостью. Мы должны ощущать себя идамом. Мы не можем все время чувствовать себя виноватыми, виновными. Чувство вины на самом деле один из видов цепляния за «я», то есть эгоизм. Мы слишком держимся за себя, предпочитая думать: «О, я нехороший» и так далее. Лачита Раджи Ринпоче исцелил меня от этого, как исцелил он мою спину, сказав, что мне нужно много простираться. Он сказал, что это лучший способ очистить карму и избавиться от низкой самооценки. После этого моя практика пошла легче. Далее я приступила к гуру-йоге 4 кая. Кто-то из тех, кто сидел в ретрите, говорил, что это самая последняя часть гуру-йоги. Практикуя, ты понимаешь, что ум гуру и твой ум одно и то же. На самом деле гуру в тебе самом. Внешний гуру лишь только оживляет того гуру, который у тебя внутри. Он указывает нам путь. И так учитель сказал, что мне нужно читать очень длинную молитву из гуру-йоги на протяжении ближайших 2 месяцев, заметив, что это может быть немного скучно. Но для меня это не было скучным вообще. Когда кто-то из наших йогинов и лам собрался на учение в Шравасти, я думала: о, мои братья отправляются получать высокие учения, но умы наши нераздельны. Итак, гуру-йога очень важна. У нас должна быть сильная преданность.
как по отношению к нашему учителю, так и ко всем мастерам линии преемственности. Какой бы линии вы ни следовали, Дрикун, как я, Нингма, Сакья или Гелук, необходимо обладать подлинной преданностью к гуру и всем учителям вашей линии. Только в этом случае ваша практика будет действенной. Как сказал мне Римпоче, хочу поделиться одной важной вещью. Если вы знаете, как правильно делать нёндра, но по-настоящему не зародили любовь и сострадание в своем уме, любовь и сострадание должны стать частью вас, нераздельными со всем вашим существом, как у Горчена Ринпоче, Кхемпа Таши, Кинчена Кончога Гилсе. Они стали такими именно благодаря силе своего сострадания. Так вот, если вы не обладаете любовью и состраданием, но уже приступили к практике идама, то идам, которого вы пытаетесь созерцать, становится кем-то вроде демона. Если же вы зародили сострадание и продвигаетесь постепенно, шаг за шагом, то идам, которого вы практикуете, становится воплощением нераздельности, мудрости и пустоты. Мы говорим о пустоте, которая в основе всего, и всегда в потенциале исполнено сострадание. И в завершении мы приходим к практике Махамудры. В процессе моего ретрита я поняла, что без всех этих предварительных ступеней к Махамудре прийти невозможно. Можно, конечно, сидеть и думать, что мы по-настоящему созерцаем и так далее, но без всех последовательных предваряющих практик мы не сможем подготовить наше тело и ум. Как я уже говорила, до того, как я приступила к практике, мое тело не было здоровым. Как бы я смогла практиковать Махамудру, будучи больной физически? То же касается и ума. Если ум нездоров, в нем столько мыслей и омраченных эмоций, вы постоянно прокручиваете в голове: «О, я недостаточно хорош», или «О, этот человек очень плох, он сделал по отношению ко мне то-то и то-то». Какая может быть Махамудра? Это просто невозможно. Это мой опыт. К такому пониманию я пришла за время моего ретрита. Теперь, что касается распорядка, что мы делаем в процессе самого затворничества? Но в большинстве случаев это тайна, программа затвора не разглашается. Учитель дает вам учение, наставления о том, как практиковать. И говоря в целом, обобщенно, мы выполняем по 4 сессии в день, а иногда по 6, в зависимости от наших способностей. Сколько мы способны сделать. Распространенная проблема среди тех, кто только приступает к ретриту в начале. У нас слишком много энтузиазма, и мы хотим делать очень длинные сессии, а затем быстро выгораем. Я наблюдала много раз, как Ринпоче советовала таким рьяным практикующим делать сессии покороче. Те же, кто более ленив, наоборот. Все зависит от типа нашей личности, конституции. Если у нас слишком активен лунг, то нужно уравновесить нашу энергию. Если в нас доминирует огонь, мы такого спортивного типа, также важно сделать энергию более спокойной, потому что вас все время что-то подталкивает вперед. Если вы по конституции вода или земля, вы более медлительны и ленивы, то в этом случае вам надо себя подтолкнуть и сделать чуть больше, чем вы привыкли. У меня доминирует по большей части ветер и огонь. Поэтому вначале я была готова на многое, но затем быстро выдыхалась. Так что мне требовалось успокоить себя и прийти к равновесию. Итак, в основном мы делали по 4 сессии в день, вставали рано утром и заканчивали довольно поздним вечером. В середине дня сессии были покороче. Такой распорядок достаточно обычен, так практикуют и йогины высокого уровня. Вначале я пыталась подражать высоким йогинам, но я-то такой не была. Я всего лишь была начинающим практиком. Это был ретрит для начинающих. Программа у нас была следующая. После определенного периода практики день-два перерыва, когда бы мы могли пойти к Ринпоче, чтобы задать вопросы по нашей практике.
Затем мы приступали к следующей части ретрита. Кто-то может подумать, что я, должно быть, завершила какую-то часть своего затвора. Почему я здесь, в Катманду, когда мне нужно продолжать затворничество? Я тоже задаю себе такой вопрос. Но мне здесь нужно продлить свою визу. Если не будет визы, то могут отсюда выслать, и никакого ретрита не получится. Но по завершению этого подготовительного ретрита большинство йогинов отправляются в более строгий и длительный затвор. Конечно, легче проводить ретрит в теплом месте, таком как Индия. В Лапчи же, когда вы встаете рано утром, то в комнате очень холодно, и чтобы согреться, вам нужно разжечь огонь. Зимой так вообще и вода замерзает. Поэтому сначала вам нужно согреть комнату и самих себя, а затем уже приступать к практике. Но йогины советуют не тратить время на разжигание дров, так как могут согреваться сами. Я же приехала из Эстонии, где, несмотря на холод снаружи, дома у меня было всегда очень тепло. Так что, поскольку я привыкла к теплу, мне нужно было обогревать свою комнату и в Лапчи. Когда огонь гаснет, нужно разжигать его снова. В Лапчи есть один медведь. Иногда ночью он может подходить близко к домам. Поэтому мне приходилось разжигать огонь по 2 раза за ночь, и медведь, чувствуя запах костра, а также мое присутствие, к моему дому не приближался. Такие моменты тоже повод для самоконтроля. Почувствуете ли вы страх в своем уме или нет? Находясь в затворе, мы должны руководствоваться тем, что говорят Ринпоче. Я встречала некоторых довольно опытных практиков, которые советовали мне иногда делать перерыв. И даже не на 1, а на целых 10 дней. Если ваш ум слишком занят, загружен, то бывает лучше пройтись, развеяться. Если говорить об опыте, на данный момент я провела в затворе 2 года, и, конечно, программу этого последнего года мне нужно повторить снова. Сейчас я приехала в Катманду на 10 дней для продления визы. Когда я оказалась здесь год назад, это был довольно сильный стресс для меня. Столько людей, грязный воздух. Мне приходилось быстро выбегать из монастыря до иммиграционного офиса и обратно. В этот раз я внезапно для себя обнаружила, что меня ничто не тревожит. Так же, как и в прошлый раз, я остановилась здесь, на Боуди-Роуд, в Ричинлинге. Вроде никакой разницы. Раньше я испытывала большой стресс от болевых ощущений в теле. Теплая или жаркая погода в Катманду также способствует этому. Когда просидишь в затворе месяцев 8, а затем тебе нужно вставать и спускаться вниз 2 дня по опасной горной дороге, в этом году спускаться было особенно опасно. Затем ехать 12 часов на машине, то все тело начинает болеть. Однако в этот раз боль не беспокоила меня. Раньше вообще все могло стать причиной для моего беспокойства, но теперь все изменилось. Я думаю, в этом главная перемена. Также я стала себя чувствовать более счастливой. Раньше, если я видела настоящего опытного практикующего, то сразу же появлялось желание стать такой же. Но теперь я просто чувствую, что если кто-то счастлив, я тоже счастлива. При виде же чьих-то страданий я испытывала большое сожаление. Но сейчас я вижу, что и у страдания, и у счастья одна и та же природа. Даже если вы переживаете огромное счастье, то в следующий момент оно может стать причиной страдания, поскольку мы не можем его удержать или достичь еще большего счастья, и это ввергает нас в депрессию. Мы уже не чувствуем себя счастливыми. То же самое касается нашего медитативного опыта. Иногда, созерцая, мы чувствуем себя расслабленно и умиротворенно. Нам становится хорошо и хочется продлевать это состояние снова и снова. Но это не настоящее созерцание, а обыкновенное цепляние, привязанность.
Теперь я понимаю, что это происходит все меньше и меньше. Конечно, чтобы достичь окончательного равновесия, нужно продолжать практиковать. Почему я вообще согласилась на интервью? Когда во время пребывания в лапчи я завершила простирание, а делала их с больной спиной, у меня настало облегчение как в уме, так и в теле. Я пришла к Ринпоче со слезами и словами благодарности. Спасибо, что научили меня. Ринпоче ответил, не стоит меня благодарить, скажи спасибо самой себе, так как именно в тебе зародилась преданность. Еще во время моего пребывания в Тибете мой учитель говорил мне так. В любых обстоятельствах, когда тебе встречается человек, обладающий даже малой толикой преданности к дхарме, ты должен оказывать ему помощь, даруя учение. Я сказала Ринпоче, что денег у меня нет, хотя, впрочем, ему и самому не нужны были деньги. Он и не собирался их от меня получать. Но я могу поделиться своим опытом с теми, кто обладает намерением, кто хочет изменить свою жизнь. Постепенно, шаг за шагом, приближаясь к более осознанному существованию. Что важно? И я заметила это еще во время работы в хосписе, что многие люди перед смертью сожалели, что у них так и не нашлось времени, чтобы жить по-настоящему. Но когда мы практикуем дхарму, мы начинаем жить осознанно. Так мы становимся готовыми и к умиротворенному уходу из этой жизни, и в самой этой жизни можем быть по-настоящему счастливыми. Если сравнивать мою жизнь, какой она была раньше, с тем, что сейчас, я чувствую себя гораздо более счастливой. Да, иногда бывают трудности. Особенно, когда я на что-то надеюсь, и это не оправдывается. Например, когда в Ринченлинге нет горячей воды, быстрого интернета и еды, от чего начинает болеть живот. Бывает, что я еду сюда, надеясь получить хорошую комнату с горячей водой, быстрым интернетом, кухней, где я могу себе что-то приготовить. И когда, не получив этого сразу, я разочаровываюсь, иду в отель, мне начинают говорить: «О, завтра мы дадим тебе такой номер с кухней». И так на протяжении 4 и 5 дней. Они все время обещают дать мне комнату, где я могла бы готовить. Также бывает, что нет горячей воды или интернет слишком медленный. В тот момент, когда у меня должен быть онлайн-урок по тибетскому, тогда я должна идти в какое-нибудь кафе, где есть нормальный интернет. Во время коры внезапно я повстречала Кхемпа Таши Ринпоче. Мы шли вокруг ступа, и он сказал: когда ты в затворе, у тебя не должно быть надежд, сомнений и страхов. Тут я поняла, что ехала сюда, питая большие надежды получить все это. А оказалась такой зависимой от этого. После этого я стала мыться в душе с холодной водой, спокойно сидела в кафе во время своих онлайн-уроков, ела в кафе, что там предлагали. И тут вчера, когда я уже привыкла ко всему, у меня появилась и горячая вода, и хороший интернет, и еда, от которой ничего не болело. Как говорили Лапчи Дарджи Ринпоче, Гарчен Ринпоче, Кемпа Таши Ринпоче и другие учителя, когда я делюсь этим опытом, пусть кто-то совершит хотя бы небольшой шаг. Это не значит, что нужно сразу приступать к практике Махамудры. Многие хотят практиковать шамадху или випашьяну, хотя их тело и ум еще не готовы. Когда во время простирания мы выполняем растворение, это и есть шамадха или випашьяна. Но поначалу период созерцания у нас получается очень кратким, поскольку мы можем испытывать болезненные ощущения. Ум наш бывает слишком загружен, но если не практиковать так постепенно, шаг за шагом, к Махамудре прийти не получится. Вот почему Лапчи Дарджи Ринпоче попросил меня поделиться этим с друзьями. Много раз, бывая здесь, в Катманду, в Дели, Сингапуре, ему приходилось встречать западных практикующих, испытывающих большие препятствия. Многие из них по-настоящему больны и телом, и умом.
Итак, если мы пытаемся практиковать дхарму, пятичастный путь Махамудры, то необходимо двигаться постепенно, последовательно, шаг за шагом, начиная с 4 мыслей, возвращающих ум от сансары. Затем осознание возможностей этой жизни, прибежище, ваджрасаттва, мандала и так далее. Все эти стадии подготавливают ваш ум к практике и дама, а затем к Махамудре. Если вы так не делаете, то ваш ум будет оставаться больным, и у вас возникает множество препятствий. Ринпоче, да и мне самой приходилось встречать очень много совершенно безумных людей, даже в Лапчи. Когда я собиралась в Лапчи первый раз, мне пришлось ждать целых полгода здесь, в Катманду, потому что меня просто не хотели там в Лапчи принимать. Мне удалось попасть в Лапчи осенью, в ноябре. Я надеялась провести там 6 месяцев, однако мне сказали, что меня не возьмут. Я пыталась их убедить, что поскольку я из Эстонии, тут нормально переношу холод. Мне отвечали, что все это уже не раз слышали от заявлявших, что они опытные практикующие и могут со всем справиться. Когда после полугодового ожидания в Катманду я все-таки добралась до Лапчи и провела в затворе уже 2 месяца, то как минимум двое из находившихся там, достаточно умных и считавших себя настоящими практиками высокого уровня, оказались сумасшедшими, которые причиняли массу неприятностей окружающим и, конечно, самим себе. О, мой гид должен мне это показать. Такие люди никогда не задумываются, говоря: «О, моему телу важно посмотреть на закат», в то время как гид хочет просто отдохнуть. Более того, они могут кричать, ругаться и так далее. Среди тех, кто считает себя практикующими, есть очень много психически нездоровых людей. И все потому, что мы не следуем практике последовательно, шаг за шагом. Очень часто мы можем заметить, что проблемы возникают как будто извне. Многие практикующие в Эстонии любят рассуждать о том, что происходящее — это провокация какого-нибудь духа, одного или другого. Но нет никаких духов вовне, есть только один вредоносный дух — это ваш собственный ум. И если кто-то, давая учение, начинает рассказывать о неких объективно существующих духах, тот по-настоящему не знает дхарму. Иногда, чтобы наш ум работал более эффективно, многие ламы Ринпоче делают специальный алтарь и совершают пуджи по изгнанию вредоносных духов. Такие методы позволяют менять наш ум. Как только вы достигаете понимания, что же такое Махамудра, когда вы постигаете природу ума, все внешние явления перестают для вас объективно существовать. В этом случае, если вы попробуете что-то в меня бросить или ударить, то я должна воспринимать это как порождение собственного ума, реально несуществующего. Оно только кажется существующим во мне, но по сути создано нашим умом. Еще один момент, о котором стоит сказать. Как женщина мы являемся довольно эмоциональными. Я и сама также эмоциональна. Я мать 2 детей. Они уже взрослые. И все же, как нам справляться со всеми мыслями и эмоциями во время нашего пребывания в затворничестве? Вначале я немного заблуждалась, не зная, что на самом деле значит одиночество. Я никогда не чувствовала себя одинокой, поскольку мой внутренний учитель всегда был со мной. Но что же делать, когда вы находитесь в уединении, в затворничестве? И тут у вас начинают всплывать разнообразные эмоции. В такие моменты я старалась сосредоточить свой ум, вспоминая об учителе. Гарчени Ринпоче, Хемпаташи Ринпоче, Апчидаржи Ринпоче. Апчидаржи Ринпоче — мой ретритный важный мастер. И в трудные моменты я всегда вспоминала о нем. Поэтому я не ощущала одиночества. Когда ваше сердце исполнено любви и сострадания, вы не будете одинокими, поскольку ваш ум и умы других людей, всех существ,
неразделимы, они равны. И это не просто слова, вы начинаете это ощущать непосредственно. Вы можете быть очень одиноким при наличии связи, интернета, находясь в окружении множества людей. Даже если у вас есть муж и дети, можно испытывать полное одиночество. Но находясь в ретрите, мы, как женщины, испытываем любовь ко всем. У нас врожденное материнство. Мы воспринимаем всех существ, как своих детей. Я начала переживать это, находясь в затворничестве. Я стала видеть лам, сидящих в затворе неподалеку, как своих братьев. Когда я испытывала трудности, я понимала, что и они также их переживают, что на самом деле было правдой. Неважно, мужчина или женщина, разницы нет. Всем нам одиноко, бывает трудно, но именно наш ум порождает это. Когда я ощутила тоску по дому, по Эстонии, я стала воспринимать всех детей, и своих, и чужих, как собственных. Теперь у меня много детей. Если так, то вы уже не будете чувствовать себя одиноко. И что особенно важно для тех, кто по-настоящему собирается практиковать, необходимо найти подлинного, пробужденного, обладающего добрым сердцем и сострадательного учителя. Это главное. Если вам попадается учитель, вовлеченный в какой-то бизнес, это может вас смутить, сбить с толку. Но если взять такого учителя, как, к примеру, Гарчен Ринпоче, его знают многие. При этом сам он исполнен скромности, никогда не придает значения самому себе. Но когда вы видите, как он себя ведет, вы сразу ощущаете, что ваш ум и его ум едины, нераздельны. Все это он сам хорошо объясняет в известном фильме о его жизни на благо всех живых существ на примере практики Танглин. Если рассмотреть, что является основой всех страданий, вы поймете, что причиной всему наше цепляние за себя, наш гнев, наши эмоции. Но учитель, такой как Гарчен Ринпоче, свободен от всех этих эмоций. Сколько бы времени ни прошло, его ум остается неизменным. Также и Лапчидарджи Ринпоче. Ему 80 лет. Мы совершали друкчин во время нашего ретрита. Утром в 5 мы начинали, в 7 вечера заканчивали. Все это время он был тем же, никаких изменений. Когда рядом с нами такой подлинный благой учитель, мы невольно стараемся ему подражать. Когда наше сердце раскрывается, в нем возникает переживание. Вы переносите это состояние на каждый день вашей жизни. Что еще нужно добавить? Иногда случается, что вам не хватает времени. Вы решаете пропустить свою практику. Вы думаете, да мне нужно выполнять практику Идама, но у меня нет времени. На самом деле, если вы практикуете Идама, то вы стараетесь поддерживать это состояние непрерывно. Например, вы покупаете овощи и представляете себя Идамом. Вы подносите эти овощи самому себе, как Идаму. Если вы работаете на компьютере, вы продолжаете поддерживать любовь и сострадание и преданность, и также представляете себя Идамом. Так вы практикуете. Я научилась этому во время работы в хосписе. Я училась поддерживать свою практику на протяжении 24 часов. И это самое главное. Иногда у нас просто не получается принять правильную позу, читать мантры и так далее. Иногда вы садитесь и пытаетесь созерцать, но ваш ум настолько занят и отвлечен, что вы не можете сосредоточиться. Таков мой опыт. То, к чему я пришла в процессе своего уединения. Этим я и хотела поделиться с другими. И вот еще несколько моментов. Очень часто мы жалуемся, что наша жизнь полна трудностей. Со мной тоже такое бывало. У меня даже была депрессия, и я была очень подавлена. Но что бы мы ни говорили о себе,
Однажды во время одной из моих поездок на Лапчи мне повстречался лама, который, будучи в дороге, сломал себе ногу. Нужна была срочная помощь, и, к счастью, рядом оказалась одна моя знакомая, большой специалист в акупунктуре. Я знала ее достаточно давно, на протяжении 6 лет, но все эти годы она постоянно жаловалась, насколько трудна ее жизнь. Итак, несмотря на то, что времени у нас было немного, мы задали этому ламе вопрос, а что является наиболее важным в буддизме? Мы ему ничего о себе не рассказывали. Но вот что он нам ответил. Как вы мыслите, так вы и будете видеть мир вокруг вас. Если вы думаете, что ваша жизнь трудна, так оно и будет. Если вы, несмотря на некоторые трудности или даже большие страдания, воспринимаете свою жизнь в позитивном ключе, то ваша жизнь может поменяться в любой следующий момент, стать лучше. Я это знаю на собственном опыте. Если вы чувствуете, что в вашей жизни все хорошо, то вы счастливы и поэтому желаете счастья другим. Если вы желаете, чтобы каждый был счастлив, то в собственной жизни не будете испытывать трудностей, даже если заболеете и окажетесь на пороге смерти. Я наблюдала за умирающими во время своей работы в хосписе. Еще при жизни в уме таких людей начинают происходить изменения. В такие моменты понимаешь, что прошлое уже невозможно изменить, но можно изменить настоящее. Мы не можем знать, что произойдет с нами после смерти, но в тот момент, в котором мы находимся прямо сейчас, мы можем испытывать счастье. Зачастую умирающие испытывают страх, но я всегда советовала им сосредоточиться на свете, на ощущение блага в собственном сердце. И так с этим чувством и ощущением света пройти через процесс умирания. В то время я не знала, как рассказать об этом лучше, но я видела много подобных ситуаций, что оказалось очень полезным для меня. В большинстве случаев я всегда советовала сосредоточиться на свете, расслабиться и пребывать в покое, подобно сну, и так уходить. А когда у человека рак легких, ему очень нелегко дышать. Случаются внезапные атаки, когда дыхание останавливается. Такая ситуация была у одной 65-летней женщины. Там присутствовала ее дочь и внучка 13 лет. Женщине было трудно дышать, и она старалась избегать этих остановок дыхания. При этом вероятность остановки дыхания от этого только возрастает. Когда эти атаки случались, в шоке были все, и пожилая женщина, и дочь, и внучка. Это был мой второй умирающий пациент. Тогда еще не знала, что нужно при этом делать. Но поскольку у меня у самой есть дочь, я могла понять, что переживают все трое. Облегчающие инъекции помогли этой умирающей женщине немного расслабиться. И затем я сказала ей, а теперь сделайте небольшое усилие и дышите. Очень мягко и плавно, словно выражаете, пошутила я. Это развеселило пожилую женщину. И она немного расслабилась и засмеялась. Ее дочь и внучка тоже расслабились. Затем женщина сказала, что устала и ей нужно поспать. После чего все вышли из комнаты. Внучка даже улыбалась. Это была их последняя встреча. И спустя несколько часов эта женщина умерла. Пока мы живем, очень важно учиться быть умиротворенным, осознанным, расслабленным и счастливым. В этом случае мы можем уйти из этой жизни спокойно, а жить более счастливо. Говоря о женщинах буддизма, если вспомнить историю, то может сложиться ощущение, что женщины не были так активны в практике, как мужчины. Мы замечаем, что в линии преемственности преобладают в основном мужчины. Также во время Будды мы знаем
больше о мужчинах, его учениках, нежели о женщинах. Но если почитать Лотосовую сутру, к примеру, мы заметим, что там часто упоминаются женщины Бхикшу. Мы можем сказать и так. В этой жизни я практикую в женском теле, в следующем могу родиться мужчиной. Или некоторые ламы могут родиться женщинами в следующих жизнях. Также вполне возможно, что много жизней назад, никто не знает сколько, эти ламы рождались женщинами. На Западе мы часто слышим о дискриминации женщин. Некоторые авторы, придерживающиеся такого мнения, усматривают дискриминацию даже в Чакрасамваре Тантре. Им кажется, что женский аспект Ваджраварахи там несколько принижен по отношению к мужскому, попросту выступая как сексуальный объект для мужчины. Но практикуя дхарму, мы имеем дело с нашим умом. И на этом уровне нет ни женщин, ни мужчин. Ум не является мужским или женским. На обыденном, обусловленном уровне, конечно, есть женщины и есть мужчины. Но дхарма выводит нас за пределы этих обозначений. Наш ум — это союз пустоты и сострадания. Об этом говорил сам Будда. Почему мы не видим истории о женщинах, практикующих прошлого? Нам просто ничего не известно о них. Многие из тех, кто записывал традиционные тексты, прибыли из Индии и выражали распространенное в широких массах того времени понимание, когда на женщин смотрели несколько свысока. Исторически в Тибете сложилось подобное отношение к женщинам. В первую очередь женщин воспринимали как тех, кто способен родить. Безусловно, рождение другого существа лежит в самой основе женской природы. Но если вы родили кого-то, то вы уже заняты для других дел лет так на 20. Вам нужно заботиться о своем ребенке. Сама я никогда не понимала феминисток и их идеи. Даже на обыденном уровне мое женское тело меньше и слабее, чем мужское. Я слишком мала, чтобы ходить на медведя и приносить добычу домой. Я делаю то, что могу, согласно своим возможностям, и никогда бы не хотела быть мужчиной в юбке. Но, когда мы вступаем на путь дхармы, самое главное для нас — это ум. Конечно, вначале обычным женщинам может быть несколько труднее, поскольку их ум зачастую направлен вовнутрь на собственные эмоции. И их не очень-то занимает происходящее вокруг. Но если вспомнить мастеров прошлого, взять, к примеру, Нарупу. В начале жизни он был монахом, затем стал мирянином, йогином, получил определенный опыт. И если обратиться к его наставлениям, то можно заметить, что женщины оказали на него достаточно сильное влияние. Такие практики, как 6 йог Наропы, показывают нам, как обе стороны, и мужская, и женская, играют одинаково важную роль. Если посмотреть на Чакрасамвару в союзе с Ваджраварахи, мы поймем, что между ними нет никакой разницы. Один аспект
символизирует мудрость, другой — пустоту. Конечно, на относительном обусловленном уровне можно заметить много различий. Думаю, что начиная примерно с 60-х, 70-х годов прошлого века, со времен движения хиппи у женщин стало появляться стремление к большой свободе и независимости. Но все это касается лишь внешнего, обыденного уровня. Если же мы выходим за пределы обусловленности, когда я встречалась с Далай-ламой, то ощутила, что он воспринимает меня нераздельно от себя. Мастера такого уровня никогда не разделяют. Кстати, в 6 йогах Наропы мужчина-практик визуализирует себя как Ваджраварахи, то есть в женском теле. Я Ваджраварахи, так он должен себя ощущать. На самом деле, кто из нас мужчина, а кто женщина, значения большого не имеет. Каждый является мудростью, великой мудростью, запредельной мудростью. Здесь уже нет никаких различий. У одних йогинов есть супруга, у других нет. Я поняла для себя, что тот, кто достиг уровня глубочайшего постижения, выполняя практику идама, такие как, например, Лапчидарджи Ринпоче, уже не нуждается в наличии супруги или супруга. Находясь на таком уровне, вы выходите за пределы обусловленности и в определенном смысле освобождаетесь от собственного тела. Тела как такового больше нет, вы о нем не думаете. Итак, на этом уровне разницы между практикующим мужчиной и практикующей женщиной больше не существует. Так что если кто-то рассуждает о дискриминации, то я этого никогда на себе не ощущала. Помню одно интервью ламы Цултри Марионы. Она была первой американкой, ставшей буддистской монахиней. Правда, спустя 4 года ей пришлось снять свои обеты здесь, на Сваямбу, так как ей было сложно проводить время вместе с совсем еще юными монахами. Для них она была взрослой женщиной. Тем более Анила, которая, казалось бы, должна быть ближе к ламу. Однако уровень ее знания, понимания и практики дхармы в то время был таким же ограниченным, как и у этих юных монахов. Я встречала многих высоких практиков женщин Кхадрула. Помню, что на учениях Далай-ламы многие высокие анила сидели в одном ряду с другими выдающимися ламами. Все зависит от нашего уровня практики. Но Цультри Малиони видит в этом некую дискриминацию. Она приводит в пример Тару, чья грудь обнажена безо всякого стеснения. Но дело тут не в том, открыта ли грудь или закрыта. Что можно добавить ко всему вышесказанному? Прежде всего я хочу сказать, что особое спасибо моим учителям. Все, что я стараюсь выразить здесь, пришло от моих учителей. Все сказанное отражает мое понимание. То, чему меня научили Гарчин Ринпоче, Лапчидарджи, Таши Ринпоче, Кхемпа Таши, Нуба Ринпоче, его святейшество Далай-лама, его святейшество Читсанг Ринпоче. Я так им благодарна. У меня такая хорошая карма. Мне посчастливилось получить от них учение. И что бы я хотела сказать всем? Об этом говорилось неоднократно. Но в большинстве случаев мы не понимаем, что подразумевается под этим. Я поняла, что главное в практике дхармы — это наше намерение. Находясь в затворе в Лапчи, мне было бы слишком сложно и неинтересно выполнять практику только лишь для себя самой. В этом случае я могла бы отправиться в какое-нибудь более теплое место и наслаждаться практикой там. Но я знаю, что практикую для того, чтобы помогать как в этой, так и в следующих жизнях всем, кто уже ушел из жизни, вообще всем чувствующим существам. Если в нас зародилось такое намерение, то будет гораздо легче практиковать. Буду ли я в Лапчи или у себя дома в Эстонии, или в больнице в хосписе, или в любом другом месте, где вы сейчас находитесь, например, в другой стране, где трудная ситуация. Важно понимать, почему
зачем и для чего мы практикуем. Я Виви Карма. Мы встречались с вами в феврале прошлого года, записывали интервью. Какие же изменения произошли в моей жизни за прошлый год? Когда вы спросили меня в интервью, где я хочу оказаться в следующей жизни, в Тибете, и я ответила, что хочу быть ламой, но пока не знаю где. А потом я подумала, зачем ждать следующей жизни? Я ведь могу сделать это сейчас и помогать людям. И я отправилась из Лапчи в монастырь Ринченлинг, куда к нам приехал Ринпоче. И здесь я приняла свой первый обет. И вот теперь я лама. Вот что поменялось в моей жизни. Она обрела большее значение. Я знаю, какой у меня путь. И я чувствую себя счастливее. Я думаю, что наша жизнь не только проект этой жизни. Мы должны уже в этой жизни думать о будущей жизни, делать что-то значимое, особенное. И одна жизнь слишком коротка для этого. И надо уже немного думать о следующей. Это помогает нам быть счастливее. Когда мы становимся старше, появляется важность значения жизни, тем более если мы больны. И это нам помогает наполнять свою жизнь значением.